внимание, начали. Внимание. Вот теперь похож. Совсем не похож. Вы имеете в виду картину Джеверсона в Национальной галерее, она недостоверна. Свифт мистификатор. Книг не подписывал и художником не позировал. Наезд. Так, хорошо. Так, теперь панорама вверх. К небу. Выше. Запускайте тарелку. Комету. Летающий остров. Тарелку. Неважно, пусть они сами разбираются. Так, подзорные трубы. А это что такое? Да это же название. Дом, который построил Свифт. Вторая серия. Губернатор Ирландии лорд Уолт. Прошу садиться. Начинаем экстренное заседание опекунского совета, который я собрал по распоряжению лорда-губернатора Ирландии, сэра Уолпа. Лорд-губернатор поручил мне сказать, что он крайне обеспокоен состоянием здоровья нашего уважаемого декана Свифта и положением дел в стране. Надо ли говорить, как нас всех тревожит душевный недуг нашего великого современника? Нелепые его чудачества, особенно эти вечные его похороны, которые он устраивает в отношении себя, на этот раз просто переходят всякую грань. Но что поделать, если наша медицина еще столь несовершенна? Однако с радостью хочется отметить, что новый доктор мистер Симпсон вселяет надежду. Вот всего несколько дней пробовал этот молодой эскулап в доме декана, а уже сделано много полезного. Арестованы актеры, уволена сестра, мошенник-слуга разоблачен. Однако многое еще вселяет тревогу. Актеры сбежали, погиб полицейский, мошенник-слуга восстановлен в прежней должности. Кроме того, вчера в Дублинском порту опять разбились 2 шхуны. Минуточку, господа. Груженных? Разумеется. Слушай, позвольте же... Груженных сукном. Разве сукном? Да. Не забудьте о волнениях в Глазго и о том сложном положении, в котором оказалась принцесса Маргарет. Принцесса в положении? В переносном смысле. Ага. И от кого? Ну, что тут можно сказать? Переписывалась она с Вольтером. Да. И что же, в Англии уже нет своих философов? Абсолютно с вами согласен. И вот теперь еще этот странный летающий предмет, вызывающий страх у населения. Это комета, господа. Типичная комета. А где же ее хвост? Это бесхвостая комета. Типичная бесхвостая комета. Это не комета, это знак Божий. Оставьте хоть небо-то церкви, сын мой. Ну уж позвольте, небо часть космоса и принадлежит науке. Небо над Ирландией – это часть Ирландии. И принадлежит она Англии. Небо? Оно. Да, поэтому мы и запросили Лондон о характере наблюдаемого явления. И что нам ответили? Комета. Хуже. Нам сказали, решайте сами. Поэтому есть общее мнение, выраженное лордом-губернатором сэром Уолпом, считать это странное небесное тело несуществующим. Что, так и будем его рассматривать? Да. Да, и вот теперь Свифт. Что Свифт? Я не понимаю, при чем здесь Свифт? Не понимаете. Нет. Вы, случайно, родом не из Ноттингемшира? Да, что? Нет, ничего. Мы все так и подумали. Вы читали, доктор, 3-ю главу «Приключений Гулливера»? Начал. Показалось скучным. Вот как? Интересно.
Страница 271. Читайте. Вслух. Вдруг стало темно, я оглянулся и увидел в воздухе большое непрозрачное тело, заслонявшее солнце. Парящий в небе остров находился на высоте 2 миль. Остров имел форму круга диаметром 7837 ярдов или около 4,5 миль. Похоже. Абсолютно точно. Галлюцинации именно этих размеров. Господа, я не понимаю. Господа, вы все это хотите приписать Свифту? Что значит приписать, когда все это уже давно написано? Но Декан Свифт не нуждается в опеке. Я это утверждаю как врач. Не горячитесь, доктор. Я повторяю еще раз. Декан Свифт абсолютно здоров, о чем я сообщил сегодня в Лондон. Так, почему этот человек назначен на такую ответственную должность? Кто его назначил? Вы? Я знаю. Я спрашиваю, кто его мне рекомендовал? Мы полагали, что у этой кандидатуры масса достоинств. Молод, глуп, малообразован, не попадет под влияние Свифта. Так. А кто его конкретно выбрал? Свифт? Как Свифт? Так, Свифт. Его выбрал сам Свифт. Да, сэр, вы понимаете, он почему-то отверг все предложенные ему кандидатуры и выбрал именно его. Симпсона из Ноттингемшира. Перерыв. 5-минутный перерыв, господа. Господа, ну объясните мне, я не понимаю, господа. Ну, кому нужен этот обман? Мы это узнаем с вами после перерыва. Я думаю, что вы погубили нас, вы погубили Ирландию, вы погубили Свифта. Вы даже не представляете, какую гармонию вы разрушили, доктор. Доктор, обращаюсь к вам как патриот к патриоту, только не обижайтесь, у меня нет другого выхода. После того, что вы совершили, похороны декана Свифта должны закончиться немедленно. Да, но как? Ну как? Самым естественным образом. Нет, я не буду в этом участвовать. Никто не будет в этом участвовать. Я думаю, что это произойдет как бы само собой. А вам, как врачу, надо будет просто зафиксировать этот естественный исход. Страница 281. Читайте. Слух! Если какой-нибудь город поднимает мятеж, и мятежники продолжают упорствовать, король прибегает к радикальному средству. Летающий остров опускается прямо на голову непокорных и сокрушает их вместе с домами. Вместе с домами. Довольно зримый образ. Не правда ли? Да, что не говорите, а покойный был замечательным стилистом. Был? Был. Поразительно, как эта бродяжка похожа на Ванессу. Ну что, милая? Что? Сестра, не забывайте, что каждый вечер он должен делать записи в дневнике. Не
позволять ему засиживаться до полуночи. А, и голос похож. Ступайте, девушка, в сад. Там накрыт столик для гостей, вас покормят. Она голодная. Поразительное сходство. Я, конечно, имею в виду не ту Ванессу, которая здесь служила, а ту, которую вы когда-то любили, сэр. Извините, я вторгаюсь в ваши воспоминания. Этот британский подданный, называющий себя англичанином, занял весьма недвусмысленную позицию, поддерживая Ирландию. То, что я сделал для Ирландии, было вызвано моей абсолютной ненавистью к тирании и насилию. Леди и джентльмены, я отрицаю всю вашу культуру и религию как формы мистики, одержимости, духовного рабства, где счастье быть дураком среди плутов. И я выхожу из вашей игры, нарушая ее правила, иронизируя, издеваясь. Итак, продолжим работу. Ваш ответ на статью лондонского критика. Я убедился, что существующее определение «человек – разумное животное» фальшиво и преждевременно. Правильнее формулировать «человек – животное, восприимчивое к разуму». На этой базе мизантропии воздвигнуто все здание моих путешествий. Я все правильно записала? Не слишком ли оскорбительно для человечества ваше преподобие? Ну, вспомните шутку ваших друзей. Если бы Свифт действительно ненавидел людей, он бы не делал это так страстно. Это святотатство. Это говорит священник. В моих сарказмах нет цинического равнодушия. Я лишь намереваюсь вывести читателя из благодушного самодовольства. Я не всегда могу определить, говорю ли всерьез или морочу голову, улыбаюсь ли, или мое лицо сведено гримасой отвращения. Я не хочу льстить людям. Я не хочу льстить людям. Но предостеречь их от самообольщения, ибо вижу, как часто бывает бессилен разум в борьбе с человеческими страстями, с демонами насилия и ненависти. Декан, не отвлекайтесь. Я устаю. Очень трудно понять человека, который думает сразу обо всем человечестве, и о девушке за окном. Нет. Я не знаю, где похоронена Ванесса. Мы наводили справки, но безрезультатно. Между прочим, могила Стеллы находится около стены собора. Там 3 сутки не меняют цветы. Она так любила полевые цветы. Кажется, разбили окно в гостиной. Опять эти ужасные еху. Поздравляю вас. Очевидно, ваша последняя проповедь имеет большой успех у недоразвитой части населения. Что случилось? Иди сюда! Что? Так, еще немного. И вот этот негодяй переколотил бы здесь все окна. Это неправда, господин декан, это не я, это Еху. Я просто гнал их, махал руками, а доктору показалось. Показалось? Показалось, что делай. Ах, полюбуйтесь! Что вы наделали, доктор? Вы ранили декана в самое сердце. Знаете, я много наглецов видел, но такого... Ступайте, Патрик. Доктор ошибся, я постараюсь его в этом убедить. Постарайтесь. У декана и так был утром сердечный приступ. Главное, чтобы он не волновался. Да, конечно, не волнуйтесь, друг мой. Вам надо Я успокоиться. постараюсь успокоиться. Так. Я все понял. Здесь заговор. Вы, мисс Джонсон,
Вот этот мошенник-слуга? Опекунский совет? Вы все хотите смерти декана. Мне намекнули, что здесь может произойти убийство. Вот теперь я знаю, кто его готовит. Извините, сэр, я всегда была невысокого мнения о вашей догадливости. Может быть, потому что вы из Ноттингемшира? Хватит! Оставьте Ноттингемшир в покое. Я всегда просила помнить, находитесь в необычном доме, общаетесь с неодномерными людьми. Не торопитесь делать о них выводы. Если вам показалось вдруг, что кто-то бросил камень... Не кто-то, а Патрик. Я это видел собственными глазами. Даже если это так, подумайте, зачем? Хотел ли он причинить зло или стремился сделать приятное декану? Приятное? Да, приятное. Приятное. Сатирикам принято бить стекла. В этом специфика их жанра. Поэтому бросают цветы, обличителям булыжники. Сатирик, который перестал возмущать, кончился. Его жизнь потеряла смысл. Вот почему аж поступок так огорчил декан. Прекрасно. Значит, вы разыгрываете спектакли, а виноват я. А может, он плохой сатирик, ваш Свифт? Вы не думали об этом? Свифт гений! Но он в западне. Его загнали в этот дом, заткнули рот, окружили стеной непонимания. Вот они, настоящие ехи. Глядитесь в эти тупые физиономии. Человекоподобные. Их ничто не волнует. Их ничего не может растормошить. Джонатан Свифт окружен пустотой. Он нанял актеров, чтобы те несли людям его мысли. Но наш губернатор оказался хитрей. Он нанял зрителей. Вы подозреваете, что здесь произойдет убийство? Оно уже происходит. Для этого не надо ни ножа, ни яда. Убивать можно непониманием. Ежесекундно, планомерно и не нарушая закона. И в этом, извините, главная роль отведена вам, сэр. Мне? Вам! Ну, тут уж губернатор и судья постарались. Вы можете доконать человека и с более крепким здоровьем, чем у нашего декана. Хорошо, я уеду. Не думаю, что это будет правильным решением, сэр! Нет, я уеду. Нет, вы должны остаться. Ни за что. Нет, не уезжайте. Я уже уехал. Я прошу вас. Не просите меня. Стойте! Все, хватит. В конце концов, я врач, а первая заповедь Гиппократа, но цари не вреди. Я не хочу быть причиной чьей гибели. Я сюда не просился. Я спокойно жил в своем маленьком Ноттингемшире. Каждый день ходил на службу. У меня была нормальная жена, нормальные дети. И я нормально лечил своих нормальных сумасшедших. Какого черта меня притащили сюда, в этот дом, построенный неизвестно кем, неизвестно для кого? Да будь он проклят вместе со своими розыгрышами и мистификациями. У вас нет ничего святого. У вас... Вы же... Жизнь. Смерть — это ведь все повод для зубоскальства. Так, ну домой. Все, помочь я никому не смог, но зато сам не сошел с ума. И на том спасибо. И все-таки я вас просил бы остаться. Декан считает, что вы ему очень нужны. Откуда вы знаете, что он считает? Прочтите книгу декана.
Вдруг вам что-то станет понятно. Передайте вашему декану, что его книга имела у меня оглушительный успех. Ну вот, доктор, я же говорил, что стекла бьют еху, а вы не верили. Это они, мерзавцы, чуть что сразу по стеклам. Ничего, ничего. Высушим, разгладим, переплетем. Будет как новенькое, хоть снова выкидывай. Патрик, вы меня извините, я был сбешен. Да что вы, сэр, какие извинения? Предыдущий доктор вместе с книгой выбросил в окно и себя. Высушить его было значительно трудней. У вас нормальная реакция. Вас мы быстренько высушим. Декан говорит, моя задача не развлекать, а вызывать суровое негодование. Вот вы близки к негодованию. Патрик, скажите только честно, вы тоже слышали, как декан разговаривает? Неоднократно. Я бы даже сформулировал так, он никогда не молчит. Пошел вон. Слушаюсь. Вы что, хотите меня убедить в том, что ваш декан болтун, так? Разумеется, нет, сэр. Ему вообще такое определение не подходит. Я же вам объяснял. Декан перестал пользоваться словами. Они искажают смысл. Мы здесь совершенно запутались. Думаем одно, говорим другое. Пишем вообще непонятно что. Декан ушел далеко вперед, он изъясняется мыслями. Это высший способ общения разумных существ. Минуя уши, не разжимая рта напрямую. И вы его понимаете? Не все. Но кое-что. Вот сегодня утром, например, он рассуждал о Декарте. О ком? Ну, вам, наверное, будет непонятно. Патрик, не наглейте. Ладно. Ну, Декарт, дуалист. Ну, что вам сказать? Теория всесильности разума. Мыслю, эрго существую. Идея духовной и телесной субстанции. Вам что, плохо? Я могу чем-то помочь? Вы хотели что-то сказать и не смогли? Ну, говорите. Патрик, научите меня. Господи, да я ведь только этим и занимаюсь. Ну что ж поделаешь, если на все нужно время и терпение. Вспомните, сколько сил потратила ваша матушка, сколько носила на руках, сколько кормила грудью, делала агу-агу, делала агу-агу. Угу. Вот, и все для чего? Чтобы научить вас говорить, а молчать. На это уходит жизнь, сэр. Нет, нам с вами надо начинать с азов. И не стесняться. Прочтите книгу декана, ну. Для меня как лекарство. Скучная она. Не скучная. Скучная, говорю? Не скучная, хорошая книжка. Не капризничайте. Ну, хорошо, вот вам детское издание, адаптированное. Ну, хоть картиночки полистайте, ну. Ну, посмотрите, какие картиночки, а. Ну-ка, полистайте картинки. Ну, какие картиночки. А? О, какой? Шляпу. Может, сначала белье? Нет, шляпу. Ага. Камзол! Дорожный камзол! Дорожный камзол. Я Гулливер. Тут же все написано. Мой отец имел маленькое поместье в Ноттингемшире. Я был третьим из его сыновей. Господи, как же я сразу не догадался. Доктор Люмиэль
он. Я Гулливер! А, мисс Джонсон, ваше преподобие, у нас радость, доктор тронулся. Подымай, подымай, якоря с парусами. Набирай, да побольше попутного ветра. И пойдем, и посмотрим своими глазами. Нет ли где-нибудь новой земли, нет ли где-нибудь нового света. Небеса поплывут от рассвета к закату. Острова не удержат и шторм не остудит. Не томись, размахнись топором по канату. Тебе выпал неслыханный шанс, и считай, что другого не будет. В Ноттингемшире самые глупые в мире были всегда доктора. Эй, ливень, эй, вой, ветер, вой, ей веселей, дождь проливной. Эй, ливень, эй, вой, ветер, вой, ей веселей, дождь проливной. Ноттингемшире самые лучшие в мире были всегда доктора. Ра-ра-ра-ра. У нас совершенно нет времени, объясняйте быстрее. Милый доктор, поздравляем вас С чем? с приходом в себя. Такой удар судьбы выдержит не каждая голова. Чтобы быть доктором в нашем доме, нужно иметь очень крепкое здоровье. Вы не должны на нас сердиться. Почувствовать себя Гулливером способен не каждый. И теперь я уверена, вы готовы сделать еще один шаг. Вы можете стать Свифтом. Что? На время. На время. С какой стати? Вот теперь побыстрее, мисс Джонсон. По-моему, они идут на снижение. Если вам Быстрее, не безразличен быстрее. декан, помогите нам, доктор. Говорят, что это посланцы иных миров. Сегодня утром здесь появились люди с летающего острова. Они назвали себя лапутянами, пришельцами из будущего. Они утверждают, что живут в 21 столетии и отмечают сейчас 300-летие Свифта. Не то со дня смерти, не то со дня рождения. Бред. А в этом доме всем приходится верить. Правильно. Мы с Патриком тоже усомнились. Что, если это люди, подосланные губернатором? Они в 80 ярдах. Зависли над домом, пошли на снижение, скорее. Да, конечно, мы не должны подвергать декана такой опасности. И поскольку они не знают его в лицо, вы... Надевайте камзол. Так, господин доктор, прошу. Садитесь. Садитесь за стол. Пусть они застанут его в момент творческих раздумий. В правой руке перо, в левой голова. Так, где у нас голова? О, вот голова. Голова на месте. Патрик, быстрее. Я бы сел в это кресло сам, но боюсь, мое лицо слишком хорошо известно потомкам. Да, ваш лицо годится. Так. Ну. Эй! Быстрее, Патрик. Вот, на всякий случай, я буду за дверью, главное спокойствие. Быстрее, Патрик. И постарайтесь. Боже мой, это он. Простите меня, ваше преподобие, но вечно я лез своими идиотскими советами. Но вот почему я вечно лезу? Хватит! Все. Ну, вылитый Свифт. Благослови вас Бог.
Итак, вы в доме Джонатана Свифта. Год рождения 1667, год смерти 1745. В ряду великих сатириков прошлого у Свифта особое место. Не ищите в нем радостного оптимизма Рабле, изящной иронии Вольтера, отстраненного скептицизма Франца. Свифт яростно саркастичен. А вы уверены, что он нас не замечает? Уверен. Мы где-то в его подсознании, мы — видение. А почему он не шевелится? Не шевелится, не шевелится. Я объяснял, декан невменяем. По свидетельству современников, в последние годы жизни потерял к ней всякий интерес. Обратите внимание, прошу вас. Вот. Светобоязнь, отсутствующий взгляд, обедненная мимика, рефлекторная заторможенность. Почему он не похож на свой портрет? Вы имеете в виду работу Джеверса в Национальной галерее? Она недостоверна. Внешний облик декана – одна из многих загадок исследователей. Мистификатор. В чем причина его мрачного сарказма? Эпоха. Конец феодализма, бурный рост новой экономической формации, в идеалах которой он очень скоро разочаровался. Как складывалась его личная жизнь? Никак не складывалось. Две прекрасные женщины любили его, но он погубил их своей черствостью и эгоизмом, они умерли совсем молодыми. Неправда. Простите? Неправда, что они умерли, или неправда то, что их было только две? Неужели у него было только две женщины? Мы не собираемся подсчитывать количество женщин, встретившихся на пути мужчины. Сколько бы их ни было, главное остается одна, единственная. Так было и будет. Вы, конечно, уверены, что это Стелла. Во всяком случае, не Ванесса. Почему же? Судя по портретам, Ванесса была не очень красива. Судя по письмам, Стелла была не очень умна. Что же мы гадаем? Обратимся к первоисточнику. Простите, но он же у нас молчит. Женщине подчас достаточно одного только взгляда. Ваше преподобие, Стелла или Ванесса? Стелла или Ванесса? Стелла или Ванесса? Стелла или Ванесса? Ну почему вы уходите от ответа? Вы можете мне ответить на два вопроса? Например, ваше отношение к религии. Почему нельзя? Так нельзя, друзья мои, нельзя, друзья. Нельзя так разговаривать с деканом. Но вы же сами говорили, что ему все безразлично. Скажите точно, мы для него видение. Видение. Ну почему же? Но не надо превращать его в кошмар. Благоговение, друзья, благоговение. Будем сдержаны, друзья. Почему? Будем сдержаны. Какой вопрос? Пройдемте в сад, друзья мои. Осмотрите сад, цветник, архитектуру. Пройдемте. А в полночь, когда пробьют колокола, прошу всех собраться у собора Святого Патрика. Начнется самое интересное, друзья мои. Браво, доктор. Вы замечательно промолчали свою роль. Не хотите со мной разговаривать? Спектакль еще не окончен. А где же прячется наш шутник? Я на него угробил всю свою жизнь. А писатель-то средний, хрестоматийный классик, которого у нас практически никто не читает. Гулливеры, Гуингмы, Бробдигнек, Глабдобрип. Половина не слышала. Половина слышала, но не может выговорить. Никто не читает ваши книги, господин декан. А заодно и мои, потому что я пишу про вас. А это уже пошло. Шпаги и пистолеты оставим Вальтеру Скотту, это его стилистика. У Свифта все было проще и скучнее, его никто не убивал, успокойтесь. Он умер самым банальным образом от сердечного приступа. Хотите доказательств? Пожалуйста. Записки опекунского совета 65-го года издания, описаны его смертью. И не смотрите на меня, как на идиота. Нам, пришельцам из будущего, приходится часто прикидываться сумасшедшими. Иначе люди могут не простить нам наших познаний, нашего превосходства. Извините, пора к гостям. Эти эрудиты так и норовят в каждой эпохе нацарапать что-нибудь на стене. А потом историки ломают голову, откуда в 18 столетии мог появиться фломастер.
Надо было спустить курок. Если это действительно был пришелец из будущего, пуля бы ему не повредила. Если человек губернатора, тем более. «19 октября 1745 года не стало Джонатана Свифта». Патрик, какое сегодня число? 18 октября. Накануне вечером, за 2 часа до смерти, он испытал странное беспокойство, точно предчувствуя свой последний миг. По воспоминаниям близких декана, он даже заговорил после долгого молчания. Первое слово, которое Свифт произнес, было слово «когда». Когда? Я не понимаю, о чем вы спрашиваете. Я уверен, что эти люди сообщили вам точную дату. Пожалуйста, помолчите. Молчащим вы извините. Казались умнее. Возможно, я должен знать день своей смерти. Я же доктор. Есть медицинская этика. Я клятву давал. Я вас избавлю от необходимости нарушать эту клятву. Можете говорить смело. Представьте, что я не Свифт. Это другое дело. Это нормальный, извините, бред, который я понимаю и знаю, как лечить. Но есть свидетели. Патрик. Ну что, Патрик? Как что, так Патрик. Я ей-богу, ничего не знаю, ваше преподобие. Я вам честно скажу, я ничего не могу подтвердить. Я вообще ни в чем не уверен. Последнее время особенно. Так в этом все дело. И все-таки я не поверю ни единому вашему слову, Патрик. И правильно сделаете. Можно ли верить в мои рассказы? Рассказываю. Много лет назад я пошел приглашать в наш приют бродячих актеров. Ну, чтобы они здесь сыграли психов. Там среди них был один такой актеришка. Извините, я никого не хочу обидеть, хотя речь идет о вас, ваше преподобие, поскольку этот актеришка был сильно похож на их преподобие, нашего декана. Знаете, я даже подумал тогда, не брат ли он ему. А потом они подружились, долго беседовали, потом долго молчали, потом он исчез. Как ты исчез? По-английски, не прощавшись. Кто? Ну, ясно, кто этот, который... Есть вообще-то версия, что он не исчез, а умер. Тот, который ушел по-английски. А для чего? Чтобы оставшийся жил за двоих. Важно, говорил он, чтобы в доме оставался хозяин. В доме, который построил Свифт. Джонатан Свифт. Год рождения 1647, год смерти 1745. Все расписано на небесах. Что же остается человеку? Подробности. Это не так мало. Придумай подробности, сочинишь судьбу. Вы боитесь смотреть правде в лицо. Прячьте глаза. Ваша совесть нечиста. Подняться к небу. Вот работа. Подняться к небу. Вот это труд. Подняться к небу, вот работа. Подняться к небу, вот это труд. Доктор, не ломайте голову, это не принципиально, доиграть или дожить. Но то и другое нужно сделать достойно. Я сам хочу распорядиться остатком своей жизни. Надеюсь, за это время мы научились понимать друг друга молча. Когда? Ну, когда? Неужели завтра? Я этого не говорил. А точнее, сказать не можете? Не отводите глаза. Утром, вечером, в таком деле каждый час дорог. В полночь. Спасибо.
Осталось 2 часа. Доктор, ну неужели вы не можете мысленно помолчать? Не надо ее прятать. Посмотрим, что там насочиняли про мою кончину. 19 октября плачем, стоном и рыданиями наполнился дом Джонатана Свифта. Не надо. Извините. Все будет не так. Мы столько раз репетировали эту сцену, что теперь даже у самого глупого зрителя она не вызовет ничего, кроме улыбки. Доктор, вы знаете, почему люди боятся смерти? Она знает час своего прихода, человек в неведении. Вот теперь мы с ней на равных. Осталось 2 часа, не так уж мало, мы успеем подготовиться. Эстер, Патрик, соберите всех. Абсолютно всех. Всех! Доктор, теперь ваша очередь. Я не актер. Я не буду участвовать в ваших спектаклях. Неужели дни, проведенные в этом доме, вас ничему не научили? Из 1000 гулливеров я выбрал вас, самого глупого, самого наивного. А вы теперь хотите отказаться от такой роли? Стыдитесь. Садитесь за мой стол, возьмите перо. Вы поставите точку в моей судьбе. Вернее, многоточие. Учтите, я буду писать только правду. Высшее значение этого слова. Пишите. Я доктор Ричард Симпсон свидетельствую о последних минутах пребывания моего пациента Джонатана Свифта в Дублине. Помните, это записки лечащего врача, их невозможно опровергнуть. Пишите. Поздно вечером, накануне памятного 19 октября, декан неожиданно сообщил мне: доктор, я хочу продиктовать вам последнюю часть приключений Гулливера. 5-ю часть, самую важную. Путешествие в страну мертвых. Почему вы перестали писать? Успокойтесь, декан, вам вредно так волноваться. Успокойтесь, декан. Вам вредно так волноваться, сказал я ему, но он ответил: волноваться всегда полезно. Сегодня в полночь, когда зазвонит колокол, я отплыву в далекую страну, где до меня побывал разве что один Данте. Его описание гениальное, но излишне мрачное. Я убежден, там много смешного. Записывайте, доктор, записывайте. Я диктую. И даже когда я уйду, вслушивайтесь. Я буду диктовать. Вслушивайтесь. Я буду диктовать. Сердце то ли кровью, то ли тертою морковью. Ах, поверьте, все равно. Все равно жестокой болью, то ли гневом, то ли любовью наше сердце пронзено. И слезами плачут куклы, и огнем пылают буквы, и взорвался барабан. И пошла погром оваций, перемена декораций. Здравствуй, новый баллада. Сегодня в полночь я умру. Как обычно? Не совсем. Это последнее представление, оно должно запомниться. Вы смешнее изображайте скорбь, и когда я пошатнусь, все дружно закричите. И я? Все. Однажды я уже кричал. Я лилипут, меня все равно не услышат. Неважно, в такую минуту кричать не для других, а для себя. Но сквозь годы и румяна, незаметно и упрямо, никогда не до конца. То ли светлый, то ли печальный проступает изначальный чистый замысел Творца.
Прощения и обманы, лилипуты, великаны, кто придумал, чья вина? Вот опять линяет краска, и опять спадает маска, а под ней еще одна, а под ней еще одна, а под ней еще одна, а под ней еще одна. Потом еще. Глю! Глю! Вам надо переодеться, дорогой мой. У вас недостаточно высокие ходули для такого торжественного случая. Это ноги. Я снова начал расти. По-настоящему. Так интереснее. Спасибо. Умница. А вы, мистер Некто, проводите меня печальным взглядом, но с легким оттенком зависти, мол, везет же людям. Умирают, а мне еще жить да жить. Я ведь вам действительно завидую. Если вы умрете, все газеты напишут: умер Свифт. А случись это со мной, что писать? Такого числа умер Некто. Все равно, что никто. Хорошо, то шутку произнесите погромче. После нее я упаду. Подойдет доктор, свидетельствует моей смерти, и все, я исчезну. Совсем? Совсем. И не выйдете на аплодисменты? В этот раз нет. Аплодисментов может и не быть, ваше преподобие. Это вам кажется, что всех уж так интересует игра вашего ума. Философия штука скучная, если смотреть на нее философски. Публику интересует другое: сюжет, интрига, кто кого любит. Стелла, Ванесса, Ванесса, Стелла. Кто из них ваше преподобие? Мне не удаются лирические сцены. Это пробел в моем творчестве. Да ну что вы! Не наговаривайте на себя, сэр, чтобы классик, да еще сумасшедший, не смог придумать эффектную сцену про любовь. Придумайте что-нибудь, ваше преподобие. Придумайте, ваше преподобие, что-нибудь красивое у алтаря. Приготовились! Где-то заветная черта, и не уловишь глазом, как безо всякого труда заходит ум за разум. Но сквозь годы и румяна, незаметно и упрямо, никогда не до конца. То ли светлый, то ли печальный, расступает изначальный чистый замысел Творца. Поможете мне, Стелла? Вы не возражаете, я вас буду называть Стелла. Можно обмануть друзей, слуг или зрителей, но нельзя обмануть женщину, которая вас любит. Я вас люблю. На этот раз вы умираете по-настоящему. Естественно, и поэтому я хочу сделать выбор. Прекрасно. Можно позвать епископа? Не надо. Времени и так мало, я сделаю все сам.
Я стольких венчал за свою жизнь, что заслужил право один раз проделать этот обряд самим собой. Это правильно. Я вам помогу. Идемте. Что это значит? Как вы посмели? О, как вы любите. Какая она счастливая, Ванесса. Я получила вашу записку, сестра. Вас пригласил декан. Он прощается с нами, хотел покончить с тем противоестественным положением, в котором он, я и вы пребывали долгие годы. Сделал выбор, принял решение. И поручил сообщить его вам. Не очень удачная шутка, не правда ли? Да, не очень. Но, может, дальше пойдет поживее. Главное, чтоб посмешней. Да, хорошо бы, чтоб посмешней. Пожалуйста, только без меня. Не делайте глупости, Ванесса, он вас любит. Вы слышите? Он меня терпит, а любит вас. Правда? Он перечитывает ваши письма, шепчет стихи. Не наговаривайте, не унижайте меня своим благородством. Вы ему нужнее. Но вы ему ближе. Вы прекрасно идете переписку, а я провинциальный, у меня дурной вкус. Не наговаривайте на себя. Вы создали в доме уют, повесили замечательные шторы. Ужасные шторы. Замечательные шторы. Ужасные шторы. Замечательные шторы. Вы красивее меня, я же вижу. Ложь. Вы же сами сказали, что у вас дурной вкус. Позвольте уж мне судить, кто из нас красивее, тем более, что вы умней. Что? Я умней, я глупая женщина. Не наговаривайте на себя. Дура. Докажите. Пожалуйста. Ваше преподобие, ради моей любви, женитесь на ней. Ваше преподобие, если вы откажете этой женщине, я умру. Я же вас предупреждал. У нас это сам не получается. Мы репетируем много лет и ничего определенного. Тут ирония не годится, а в лирике я не силен. Извините. Полночь. Но договорить я успею. Жизнь сложна. Не выстраивается сюжет. Обе женщины поместились в сердце моем. И нет у меня сил и права предпочесть одну другой. Стелла, Ванесса, Свифт. Они любили, как умели, страдали, как умели, но помыслы их были чисты. И не стоит потомкам мучиться и разгадывать их тайну. Достаточно того, что они мучились. Стелла, Ванесса, Свифт. Пора. Вы пришли меня проводить? Нет, мы пришли вас встретить. Записывайте, доктор, записывайте. Я диктую. Сегодня похороны пройдут великолепно, я чувствую. Декан все продумал. Пройдемте наверх, там лучше видно. О, шатнулся. Принимают хорошо, но смеются мало. Люди разучились воспринимать реалистическое искусство. О, а это упало. Понесли на руках. — Дальше уж сочиняйте сами, сэр.
Я не могу, и у лакеев есть нервы. Мама, дай мне эту книгу. Нет, нет, мой мальчик, не прикасайся к ней. Это ужасно. Вы боитесь смотреть правде в лицо. Вы избегаете нас. Вы прячете глаза. Ваша совесть нечиста. Подняться к небу. Вот работа. Подняться к небу. Вот это труд. Подняться к небу, вот работа. Подняться к небу, вот это труд. В Дублине отмечаются уличные беспорядки. В связи с этим выступая в парламенте, депутаты Ариба заявили. Если ему нельзя свободно жить, Джонатан Свифт — это чудовище, которое погубит Ирландию за одну Англию. А почему, собственно, этот человек до сих пор не умер? Он репетируется. Поплыл. Быстрей! Поплыл, вот, хорошо. Тонет, поплывет. Давай. Лестница. Давай лестницу. Хорошо, так. Давай, Александр.
Ладно, панорама вверх, вверх, панорама, выше, 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 выше. Смелее, пожалуйста. Вот так, вот. Еще выше. Вот, совершенно. Ну и теперь туда, к матросам. Последний план, пожалуйста, на нас, крупно. Вот так, в камеру, вот сюда, спасибо, вот, все.